Сейчас я одену очки. English субтитры? Слушайте, ну, ребят, ну какие English субтитры в прямом эфире? Ну, объясните кто-нибудь, напишите в комментариях. Мне уже субтитры, вот при слове субтитры в комментариях меня начинает трясти. Ну, уже много раз писали, что субтитры включаются у каждого в своей стране индивидуально. Они у меня включены. Когда я захожу к себе на прямой эфир и нажимаю 3 точки вот здесь в экране там, и там субтитры. И даже я свои вижу, но так как у меня переводить с русского на русский, она мне по-русски пишет. У меня они есть. И у вас в каждой стране, я не знаю уже сколько раз объяснять, они там, конечно, не, как сказать, не слово в слово, но смысл понять можно. Соответственно, если я буду вручную, вот, пожалуйста, еще, я вот только сейчас обнаружил место. Доброй ночи. Ну нет, ну все иностранцы. I'm from Canada. When is Dimash arriving to... Arriving, не знаю этого слова. To say which day. Чё сказал? Чё к чему, не знаю. Всегда рад. Так, I'm going to his concert. Типа она и едет на концерт. Правильно? Переводите мне. Он его встречать собрался. А, кого? Кто где? Спрашивают, когда Димаш в Америку приедет. Ну, Димаш как минимум 2 раза приедет в Америку. На 26 октября на концерт Игоря Крутого и на свой концерт 10 декабря. А когда выезжает Димаш в США, вот переведите ему, пожалуйста, что я никогда никому не говорю, меня многие мучают, достают с расспросами, особенно в личку, в Инстаграм, когда, куда приезжает Димаш, потому что они хотят встретить. Ребята, повторяюсь 121 раз, я не имею права, меня не уполномачивали, раз, в общем, вы поняли, сообщать о передвижениях Димаша. Куда и во сколько он прилетает, я не имею права говорить. Поэтому извините, пожалуйста, не могу. I'm traveling from Canada to USA to see his concert. В общем, она путешествует, что-то там из Канады в Америку. Увидимся на концерте, да, правильно я перевел? Увидимся, наверное. Так, 126 неспящих. Отстаньте от Макса СД. Да нет, ради бога, спрашивайте. Ну, просто я вот объясняю, окей, просто, может быть, не слышали, может быть, что-то еще. Но меня очень-очень часто мучают. Вот сейчас перед Сочи, когда полетает Димаш, во сколько мы хотим его встретить. Ребят, без обид, не могу говорить. Если мне скажут, рассказывать, то я буду. А я никогда не рассказываю, а все равно все встречают всегда. Как они узнают, я честно не знаю. Вот, кстати, напишите мне в комментариях, ведь многие же из вас встречали Димаша в аэропорту. Там. Но одно дело, когда он, вылетая из откуда там места, где он находится, пишет, увидимся там в Сочи, увидимся в Москве. И вычислить, каким рейсом он летит, не так много, то, наверное, это возможно. А вообще люди как узнают, когда прилетает Димаш? Потому что в какой город он не прилетает, его всегда встречают. Как они узнают? Спортом занимаешься? Я не занимаюсь спортом, я дома. А фан-клубы-то как узнают-то? Мне же сами фан-клубы писать я делаю. Узнаю через фан-клубы. А фан-клубы-то как узнают-то? Мне же сами фан-клубы пишут. Часто очень пишут и спрашивают, когда прилетает. Если знаем, то передаем фанам других стран. Я понимаю, что вы передаете, но изначально откуда источник идет-то? Просто мне интересно. Тебе идут очки эти. А будет ли в Киеве? Будет в Киеве, ведь у нас же был прямой эфир с Хизри, и Киев будет. Я прям с нетерпением жду, потому что если получится поехать в Киев, это вообще будет нереально круто. Может Димаш связан с фан-клубами? Не знаю, сомневаюсь, чтобы он сам рассказывал, во сколько он полетает. Не знаю, ребят. Среди Дилс хакеры, наверное, есть, так и узнают. Димаш тоже не спит, уже поздравил час назад с днем рождения Хворостовского, я видел, да.
А еще так кричали фанатки в Китае, его провожаю, что я их боюсь, поэтому не купила в партер билеты в Питере. Да не бойтесь, я, кстати, уже сколько раз рассказывал историю, когда на концерте в Москве мне попросили фотографировать концерт, и я бегал с места на место, все 2 дня, по-моему. Да, и прям по рядам бегал, снимал, фотографировал, все это делал. И когда я сел, был там, знаете, там есть такой предпортер, стулья, а потом идет первый ряд портера. И я, значит, увидел одно место свободное, сел и фоткаю сижу. Так, чтобы людям не мешать, присел. Фоткаю. А слева от меня была девушка из Китая, ну, явно по внешности. Ну, а у меня фотоаппарат, на самом деле, вон он лежит, черный такой мой, большой, приличный такой, камера. Я на него фоткаю, то есть не эти мои мыльницы маленькие. Финки намечается концерт Димаша, пока нет. Вот, и я, значит, фоткаю, а меня девушка так толкает плечом, говорит, я говорю, что? А она так, значит, типа, смотри, сейчас, секунду. Залазит под свой стул. Ну, как вам объяснить это размеры этой камеры? Достает сумку, спортивную сумку. Я не понимаю, как ее пропустили, честно. Достает эту сумку, а оттуда достает камеру с объективом, как я не знаю, пулемет Максим. Вот такая профессиональная, такого серого цвета, знаете, когда вот снимают там, я не знаю. Я такой смотрю, и она мне типа подает ее, говорит, на, говорит, что ты, говорит, мучаешься со своим фотоаппаратом? На, нормально увеличь, там пофоткай, все. Я так смотрю на нее, блин, говорю, не, говорю, спасибо, говорю, но мне, говорю, фотки нужны на моем фотоаппарате. Завидую белой зависти, сама хочу эту операцию, но боюсь, пока на этапе, пока как-то на ПП. Ну, узнаем у его команды, а если они делятся, то спрашиваю, можно ли передать инфо о его прилетах. Если да, то идет цепочка дальше. А кто? Блин, ну, я конкретно спрашиваю, кто, а вы не говорите, кто. Кто из его команды рассказывает. Нет, это не то, что там секрет какой-то. Наверное, если они делятся, значит, можно делиться. Но я не знаю, я не имею права, наверное, говорить. Привет всем. Люблю, выгуливаю. Почему у Димаша такой старперский репертуар? Чувствуется стиль Крутого? Слушайте, стиль Крутого — это стиль Крутого. Я бы не назвал его старперским. Мне кажется, наоборот, такой классический. Особенно все песни, которые поет Димаш. Да, он взрослый, да, он рассчитан, наверное, не на девочек-припевочек. Но у Димаша есть и другие песни, и не крутовские, и тоже старперские. Не знаю, вот эта песня, которую написала Джордан на английском, такая в стиле Майкла Джексона, какая же она старперская. Что такое ПП? Правильное питание, наверное. Борис Филатов, пусть познакомится со всем репертуаром Димаша, и крутой, ему сочинил много интересного. Пассион, например, не слышали ничего похожего на эстраде. Я тоже считаю, что это не старперский, это для меня это уже мировая классика. Вот честно, такие песни, как Пассионы, как... Ой, ну скажите мне, вот это итальянское тоже. Быстро напишите мне, то есть я опозорюсь. У меня с названиями туго. Ой, Олимпика. Олимпика. Я считаю, что это просто, это мировая классика. Поэтому какая же она старперская. Правда, что у Крутого квартира в Нью-Йорке за 50 миллионов долларов. Почему Димаш мало улыбается, даже с китайскими дерзцами? Не знаю. Мне кажется, на моем канале он часто улыбается. Все шутки, все юмор просто разлетелись уже на крылатые фразы. Чих будете, отписывайтесь. Это же все его шутки. Если нужно будет приглашение, свистните, людей с Украины много.